Анна Добрын. Райская птичка. Роман о неземной любви. Предыстория. Он и она, держась за руки, стояли под тенистой аркой двух раскидистых деревьев. Мужчина и женщина любовались пейзажем, глядя вдаль на прозрачно-голубое озеро, в котором безмятежно плавала пара белоснежных лебедей. По берегам озера росли божественные создания лотосы. Эти волшебные цветы нежнейших окрасок источали мягкий свет, отчего берега переливались всеми цветами радуги, создавая кольцо из легкой дымки. Два влюбленных сердца прощались друг с другом и с этим местом, где они были так счастливы. Им отчаянно хотелось остановить время, чтобы остаться здесь навсегда, но, к сожалению, сделать это было невозможно. Мужчина привлек любимую к себе и вдохнул аромат разнотравья, который запутался в ее шелковистых волосах. «Как тяжело с тобой расставаться», – прошептал он, стараясь надышаться ее чарующей чистотой. Женщина подалась к нему, еще не веря, что им остается быть вместе так мало времени. «Я боюсь обознаться и пройти мимо», – прошептала она. «Скажи, как я узнаю тебя?» «Я укажу тебе дорогу», – ласково сказал мужчина. «Просто иди на звук моего голоса. Ты не сможешь не услышать его, потому что я буду петь только для тебя. Твой прекрасный голос. Память о нем я навсегда сохраню в своем сердце». Мужчина ласково провел своей рукою по длинным волосам любимой и с тревогой посмотрел в ее глаза. «А как я узнаю тебя?» – взволнованно спросил он. Женщина грустным взглядом обвела живописный пейзаж и тихо ответила: «Я тоже ничего не хочу менять, поэтому в том мире, куда мы идем, я вновь создам для тебя сад, похожий на этот, чтобы ты, наслаждаясь его красотой, мог петь для меня свои волшебные песни. Ты только почувствуй то место, когда окажешься в нем. Я буду ждать тебя там». Как только она произнесла последние слова, со всех сторон подул ветер, образуя потоки неспокойных вихрей. Воздух в небе сгустился, превращаясь в светящееся облако, и из него прозвучал голос. «Я слышу, вы уже определились, это хорошо». Мужчина крепче обнял любимую, понимая, что час разлуки настал. Женщина задрожала, ища в его объятиях защиту. «Не переживайте», – услышали они раскатистые звуки знакомого голоса. «В земном мире вы будете не одни. Я, как всегда, дам вам помощников». От этих слов влюбленным стало легче, и они с доверием посмотрели на изменчивое облако. «Вы уже знаете свою задачу», – продолжил голос. «Она не нова для вас. Пришло время в последний раз проверить вашу любовь через испытания. Если справитесь и на этот раз, то вернетесь сюда, и вас уже никто и никогда не потревожит. А если нет...» Мужчина и женщина затаили дыхание, ожидая заключительных слов. «А если нет?» – строго повторил собеседник, и звуки его голоса рассеялись средь неземной красоты. «То останетесь в том мире навсегда, и, перевоплощаясь из жизни в жизнь, будете вечно блуждать по свету, как большинство людей, искать, мучиться, страдать, но не находить». От мощи сказанных слов деревья зашумели, будто на них налетел порывистый ветер. Услышав приговор, молодая женщина покачнулась. «Прошу тебя, не отчаивайся», – прошептал мужчина, привлекая любимую к себе. «Мы справимся, обещаю, ведь у нас будут помощники». «Да, помощники у вас будут», – подтвердил говоривший, изменяя неясные очертания своей формы. «Но запомните, они не смогут принимать за вас решения. Их задача состоит только в том, чтобы в трудные для вас моменты подсказывать, как лучше поступить. Но выбор всегда будет зависеть только от вас». Наступило мучительное молчание. В этой долгой тишине влюбленные слышали лишь неспокойные удары своих страдающих сердец. «Не хочу, чтобы вы уходили напуганными», – продолжил собеседник, чувствуя отчаяние пары. «Поэтому в помощь вам дам подсказки. Для вас уже определили места рождения. Вы родитесь в разных концах света, и это не случайно, потому что встретиться – это будет первая задача. Поверьте, она не самая легкая, ведь на поиски друг друга может уйти много времени,
а время на земле быстротечно. «И как нам встретиться?» – спросил мужчина, ощущая нарастающее волнение. «А это как раз и будет твоей задачей», – ответил собеседник, в очередной раз изменив свою форму. «Как я слышал, ты и в том мире хочешь петь? Что ж, похвально. Только запомни, ты должен будешь петь так, чтобы твоя возлюбленная услышала тебя. А поскольку она будет жить очень далеко, тебе придется искать ее повсюду, призывая своим голосом». Мужчина с тревогой посмотрел на любимую, стараясь представить то далекое место, в котором ей предстоит воплотиться. «Перед тобой стоит не менее сложная задача», — обратился собеседник к женщине, «поскольку в том множестве голосов, что будет окружать тебя, расслышать его голос будет слишком сложно. А сложно потому, что непреодолимая стена будет разделять ваши миры. Стена настолько высокая и крепкая, что всего лишь слабые звуки его мира будут долетать до тебя. Если сумеешь уловить их, узнаешь, где он живет. А если нет, то все его усилия окажутся напрасными». «Я расслышу, не сомневайся, ты только не переставай петь, и я обязательно найду к тебе дорогу, верь мне». Конечно, он верил, никто и никогда не сможет помешать им искать друг друга, даже если на это уйдет вся жизнь. «Твоя решимость похвальна», — сказал собеседник мужчине. «Тогда слушай вторую задачу. Если она сумеет проложить к тебе дорогу, постарайся узнать ее». «Разве это будет сложно?» – удивился мужчина. «Вижу, ты еще не понимаешь той трудности, которая встанет перед тобой. Так же, как и твоей любимой, будет нелегко распознать твой голос среди бурлящего потока голосов, так и тебе среди миллионов лиц будет не просто узнать ее лицо». «Среди миллионов лиц?» – повторил мужчина, стараясь представить это множество. «Да, миллионы лиц, подобно неспокойному морю, будут представать перед твоим взором, и ты за долгие годы выработаешь привычку смотреть на людей, но не видеть их». «Я увижу и узнаю ее», — с вызовом бросил мужчина. «Мне нравится твой настрой, но теперь самая сложная и важная задача. Если вы все же встретитесь и узнаете друг друга, не позволяйте никому разлучить вас». «Нам бы только встретиться, и мы уже никогда не расстанемся», — ответил мужчина. Наступила пауза, и в этом долгом молчании ощущалась напряженность. Женщина затрепетала, чувствуя опасность положения, и плохое предчувствие ее не подвело. «В тот мир, куда вы сейчас уйдете, — с грустью сказал собеседник, — с вами отправятся не только помощники, но и разлучники. Они уже распределили свои грязные роли и с нетерпением ждут вас, чтобы начать свою нечестную игру. И начнут они с тебя», — обратился к женщине, говорившей, «потому что именно ты будешь слабым звеном вашей пары». «Нет», — взмолилась она, — «прошу вас, не усложняйте мою задачу. Я боюсь не справиться и потерять его навсегда». Ее просьба осталась без ответа. Женщина упала на грудь любимого и заплакала. «Прости меня, если я подведу тебя», — сквозь катившиеся слезы сказала она. «Не переживай, мы справимся, обещаю», — стал успокаивать ее мужчина. «Если у тебя не хватит сил, то у меня их хватит на двоих». Ах, как важны ей были его слова! Они вселяли в нее надежду. «Все, что я вам сказал, вы не будете помнить обычной памятью», — услышали они на прощание. «Душа — ваш верный компас в жизни. Научитесь слушать ее — победите. Не научитесь — проиграете. И еще, как только покинете это место, испытания начнутся сразу. Но не бойтесь, держитесь крепче и действуйте смелее. Постарайтесь уйти в тот мир в один миг, иначе задержка даже в несколько секунд разъединит вас во времени». Покинув свою прекрасную обитель, мужчина и женщина вошли в длинный темный тоннель. Крепко держась за руки, они начали свой путь, но, не пройдя и половины, услышали мерзкие голоса. «Ты только посмотри, как отважно они идут на испытания!» Гнусаво с издевкой произнес некто и омерзительно захихикал. «Идите, идите, мы вас отсюда проводим, а там встретим!» Еще более противно захихикал второй. Женщина приостановилась и с опаской огляделась, но темнота скрывала говоривших.
Не обращая на них внимания, прошептал мужчина, почувствовав ее страх. Это те, кто будут мешать нам. И он быстрее повел любимую к свету. «Какие смелые!» Не скрывая веселья, издевательски засмеялось существо. «Смелые, пока не столкнулись с трудностями», прогундосил второй. «Но ничего, ничего, мы вам устроим! Это будет весело!» И он раскатисто расхохотался. От угроз женщина испытала ужас. «Не бойся», тяжело дыша, произнес мужчина, чувствуя, как холодеет рука любимой. Как трогательно он ее успокаивает, а сам и не подозревает, что будет дрожать от страха, когда придет время. Опять прогундосил мерзкий голос и, подлетев к мужчине, противник со злостью заорал. «Эй ты, я тебе устрою, ты надолго меня запомнишь!» «Прочь!» — силой отмахнулся тот, желая дать отпор невидимому врагу, но рука только разрезала воздух. «Ой, как страшно!» — засмеялся разлучник, все больше забавляясь игрой. «Никогда не было так страшно!» И он вновь покатился со смеху. Влюбленные спешили к свету и, приближаясь, попали в воронку, которая, подхватив их, понесла вперед. Сопротивляться этой силе было невозможно. Он и она летели по темному тоннелю, и, несмотря на высокую скорость, женщина почувствовала, что кто-то толкает ее вперед, пытаясь разъединить с любимым. Она сразу догадалась, чьих это рук дело, и постаралась освободиться от напора врага. «Держись крепче!» — с отчаянием закричал мужчина. Их руки были предельно напряжены, а безжалостный противник продолжал атаковать женщину. На ее глаза навернулись слезы, а на лице отразился ужас. Она почувствовала, что ее рука вот-вот выскользнет из руки любимого. «Прошу, не отпускай меня!» – закричала она, но в этот момент чьи-то острые зубы безжалостно впились в ее нежное запястье. Женщина взвыла и обреченно разжала руку. Разлучники навалились на женщину и с еще большей скоростью потянули ее к свету. Год, 2, 3, 10, 20, 30, уже 50 лет разделяли влюбленных по земному летоисчислению. Когда потеря стала неизбежной, крик женщины пронзил все пространство. Мужчина попытался ее догнать, но безуспешно. «Нет!» – закричал он, ощутив отчаяние от бессилия, но в этот самый миг почувствовал чье-то нежное объятие. Подхватив мужчину, ангел с максимальной скоростью понес его к свету. 1965 год. Март месяц. Алма-Ата. Роддом номер 2. 5:30 утра. Тушься сильнее, я уже вижу головку», — громко говорила акушерка, готовясь принять ребенка. «Еще немного, давай, вот умница». В этот момент раздался пронзительный крик младенца. «Ну, мамочка, поздравляю, у тебя девочка», — радостно сообщила акушерка. «Спасибо», — еле слышно ответила молодая женщина, переводя дух. Новорожденная кричала на весь родзал. «Какая крикунья!» — ласково сказала акушерка, обрабатывая пуповину. «Испугалась, что ли, чего? Или кто обидел?» Когда она обмыла малышку и положила ее на столик для пеленания, то увидела на правой руке ребенка ранки, из которых сочилась кровь. «А это еще что такое?» – удивилась акушерка, разглядывая ручку девочки. «Что случилось?» – встревоженно спросила молодая мама. «Что-то не так?» «Какой-то странный след», – ответила акушерка. «Будто укус животного, даже следы от клыков остались». Мать привстала на локтях. «Принесите ее, я хочу посмотреть». Акушерка подхватила плачущее дитя и поднесла к маме. Та взяла маленькую ручку своей дочурки и внимательно посмотрела на кровавые следы с обеих сторон запястья. «Ничего не понимаю, откуда это взялось?» – в недоумении произнесла она и перевела растерянный взгляд на рядом стоящую женщину. «Вы не могли нечаянно поранить ее?» «Бог с тобой, милая!» – воскликнула акушерка. «У меня и приборов-то таких нет. И потом, ты слишком быстро родила, что мне никакие инструменты и не понадобились». «Извините», – произнесла молодая мама, понимая, что акушерка ни при чем. Следы и в самом деле выглядели как настоящий укус животного. Женщины в недоумении посмотрели друг на друга. «Ладно», – со вздохом произнесла акушерка, – «сейчас обработаю ранки и будем надеяться, что все обойдется». Перевязав ручку девочки, она запеленала малышку и отнесла ее к маме.
Молодая женщина с нежностью приняла свое новорожденное дитя. Младенец, припав к ее груди, замолчал. «Имя уже придумала?» – спросила акушерка в наступившей тишине. «Да, назову ее Анной», – ответила женщина с любовью, глядя на дочурку. Отчет темных сил. Разлучники возвращались домой в хорошем расположении духа. Они несли в преисподнюю прекрасную новость. Им удалось навсегда разлучить две половинки одного целого. Бой был выигран, не успев начаться. Пролетая над извергающимися вулканами, разлучники веселились. Красный свет от раскаленной лавы отражался на их обезьяньих мордах, искажая и без того уродливые черты. «Хорошо дома!» – радовался первый, спускаясь все ниже. «Обожаю стоны грешников! Эти сладостные звуки вселяют и в меня надежду. Жду не дождусь, когда вся земля превратится в огненный шар», – сказал второй. Оказавшись у скалистых гор, они влетели в темную пещеру и опустились на влажный каменный пол. Прохлада тут же освежила их лохматые тела. «Вернулись?» – раздался суровый голос из глубины пещеры. «Да, наш господин», – робко ответил один из разлучников. «Что скажете?» Разлучники в нерешительности потоптались на месте. «У нас хорошая новость, наш господин», – прогнусавил один, осторожно приближаясь к огромному трону. «Женщина родилась лет на 50 раньше своего возлюбленного. Вряд ли он когда-нибудь узнает в ней свою половинку». Разлучник робко захихикал, ожидая похвалы хозяина. «А может, для большего драматизма пусть он родится в ее семье как внук?» Продолжил второй, желая продемонстрировать свою коварную изобретательность. «Бездельники!» – заревел голос, прерывая глупые фантазии своих подчиненных. «Какие 50 лет? Как вы могли упустить из виду их помощников?» Огромная тень легла на пол и стала приближаться к разлучникам. Те беспомощно попятились назад. «Наш господин!» – дрожащим голосом пробормотал гнусавый. «Но мы выполнили ваше задание!» «Прочь!» – оглашая пространство, заревел грозный голос. «Возвращайтесь обратно, и горе вам, если они встретятся!» Скалы задрожали, едва не обрушившись, и две растрепанные фигуры вынесло за пределы пещеры. 1965 год. Июль месяц. Венесуэла. Поместье Лас-Монтаньяс-дель-Соль. 7 часов утра. «Что ж, папочка, поздравляю, у вас опять родился мальчик», — сказал доктор, выходя в коридор. «Как себя чувствует моя жена?» — пытаясь придать своему голосу силу, спросил мужчина, но бледность его лица выдавала волнение. «Она, как всегда, молодец», — ответил доктор, закрывая за собой дверь спальни. «Если бы все так рожали, я был бы счастлив». «Я могу к ней зайти?» — спросил хозяин поместья. «Не спешите, позвольте ей передохнуть. Ваш сын родился слишком быстро, будто куда-то спешил. И если учесть, что он настоящий богатырь, то вашей супруге все же нужно дать время для отдыха». «С ней точно все в порядке?» — не унимался молодой отец. «Я же сказал, что она у вас молодец. Не каждая женщина выдержит такой напор ребенка», — ответил доктор. Взгляд молодого отца наполнился теплом. «Она у меня и в самом деле молодец», — нежно произнес он, и, чтобы отблагодарить семейного доктора, предложил: «Позвольте угостить вас вином. Оно сделано из урожая 63-го года». Мужчины прошли в просторную гостиную со старинной мебелью. Предвечернюю тишину большого дома тревожили лишь далекие голоса птиц. Стая пролетала над мандариновым садом, раскинувшегося на холмах поместья. Присев в кресло, доктор с благодарностью принял из рук хозяина бокал вина рубинового цвета и, сделав глоток, довольным голосом произнес: «Все же вы волшебник, о вашем вине ходят легенды. Вы никогда не думали о том, чтобы начать свое производство? Полагаю, у вас не будет отбоя от клиентов?» «Нет, вино – это мое хобби», – ответил хозяин дома. «Я посвятил его только своей семье». «Но как у вас получается этот удивительный букет?» – допытывался доктор. Молодой мужчина улыбнулся. «Это вкус любви, а ему, как известно, нет равных». Прищурился пожилой мужчина. «Говорят, с годами любовь проходит, но ваша, как это вино, становится лишь крепче».
Хозяин дома ничего не ответил. Он боялся сглазить то счастье, что уже 7 лет живет в его доме. «У вас родился 3-й ребенок», — продолжил беседу доктор. «Но вы волновались, как в первый раз. Почему?» «Мне кажется, к этому невозможно привыкнуть», — ответил молодой отец. «3-й сын – это прекрасный показатель вашей мужественности», – продолжил доктор. Счастливый отец тепло улыбнулся и ответил. «Да, но моя жена ждала дочку. Уж очень давно она мечтает о косичках и бантиках». «Вы молоды, и у вас еще все впереди», – доброжелательно сказал доктор. «Как на этот раз назовете мальчика?» «Мы с женой решили, если родится девочка, то назовем ее Мартиной, а если мальчик – Мигелем». «Так значит, выпьем за Мигеля?» – поднимая бокал, торжественно произнес доктор. «Не совсем так», – ответил молодой отец. «Я не хочу обижать жену, поэтому назову мальчика Мигель Мартинес». «О, двойное имя!» – восторженно протянул доктор. «Это к удаче, я точно знаю». Отчет светлых сил. На мягкую солнечную лужайку тяжело опустился ангел. Трели птиц провозгласили его победоносное возвращение. «Эй, кто-нибудь, залечите кровавые мозоли на его крыльях!» – раздался голос с небес. К ангелу потянулись животные, неся в своих лапках лечебные бальзамы. «Какое время их разделяет?» – спросил голос. 4 месяца, – устало ответил ангел. «Что ж, неплохо, они хотя бы родятся в 1 год», – ответил все тот же голос. «Но расслабляться нельзя, разлучники уже знают об этом».